Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Урсула обманула Трампа. ЕС сократил закупки американских углеводородов. ЕС сократил расходы на нефть и даже газ из США, что идет вразрез с договоренностями Брюсселя и Вашингтона об импорте Европы и углеводородов из Соединенных Штатов на 750 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Борис Леонидович, а как такое получается? Это Урсула фон дер Ляйен. А это Брюссель подписал что-то с Вашингтоном. Это же документ или не документ? Он хоть что-то значит? Ну, давайте, что значит этот документ? По-моему, мы на канале у себя неоднократно отмечали, что встречались двое. Дональд Трамп, который не производит ни нефти, ни газа, ни нефтепродуктов. Нет государственных долей в американских нефтегазовых компаниях. Нет акций государства ни в одном проекте по сжижению природного газа. Что он мог продавать? Он мог сказать, что можно купить, если хотите. Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия не владеет акциями в европейских энергетических компаниях. Соответственно, она ничего не покупает. У нас на глазах произошел флешмоб старого анекдота о том, как один новый русский у другого спрашивал, не хочешь ли ты купить вагон варенья. Конечно, хочу, мне деньги девать некуда. И разошлись. Один искать деньги, второй варенье. Что мы, собственно говоря, и наблюдали. Небывалый ажиотаж, но в течение этого года стараниями Дональда Фредовича ажиотажа у нас случались регулярно. Напомню, какое напряжение у всех вызвал подписанный очень строгий и обязывающий договор по редкоземельным металлам на территории бывшей Украинской Социалистической Республики. И обсуждали, и ездили, и ругались друг с другом. Ну, подписали. И что? Вот сейчас еще одна некая бумага о том, как варенье, деньги и так далее. Покупают совершенно конкретные европейские компании у совершенно конкретных американских компаний. Куда везут, ну, куда покажет калькулятор, собственно говоря. Что касается торговли СПГ, то есть две модели. Одна классическая, так скажем, ближневосточная, начиная с производства СПГ в Алжире. Первый завод по производству СПГ на планете именно в Алжире появился. Заканчивая тем, как работает Катар. Во-первых, это нефтяная привязка. Во-вторых, это долгосрочные договоры. В-третьих, Катар изначально обеспечил сам себя самым крупным танкером, флотом танкеров-газовозов. Нет возможности подписать договор с Катаром, будучи европейской компанией, ну, допустим, цена в Европе ниже, чем в Азии. Я, европейская компания, катарский газ купила и повезла куда-нибудь в Японию продавать. Не получится. Если вы подписываете договор с Катаром, то катарский СПГ на катарском танкере-газовозе придет к вашему регистрационному терминалу и сольет. Причина, ну, логически тоже все совершенно понятно. Катар не заинтересован в том, чтобы европейские компании ломали ему азиатский рынок. Ни малейшего желания на этом рынке обнаружить спекулянтов, продающих, перепродающих партии товара. Для того, чтобы покупатели появились в Америке, ну, для начала надо было придумать, как производить. Я просто такую историческую справку. Первая компания, которая решила построить завод по сжижению газа, Chenry Energy, денег на строительство завода не имела. Требовалось банковское финансирование. Банки, ну, к сожалению, или к радости, или, в общем, констатируем факт, в любой стране мира, за исключением мусульманских стран, где немножко другой банкинг, прямо скажем, все остальные работают одинаково. Есть залог, есть кредит. Нет залога, нет кредита. Когда за залогом приходит «Газпром», на вопрос, за кредитом приходит «Газпром», то в ответ на просьбу предоставить документы о залоге приезжает колонна грузовиков. У Chenry Energy все, что было, регистрационный терминал, на который они получали СПГ из Катара, стоимостью 1 миллиард долларов. Денег требовалось 16. Разумеется, никто деньги давать не стал. С одной стороны, банки понимали, что залога здесь нет. С другой стороны, они понимали, что если они сумеют придумать схему, при которой можно дать кредит,
они станут родоначальниками новой отрасли в экономике США. Это почетно, это полезно для рейтингов банков и так далее. Тогда возникла так называемая толлинговая схема. Что требовалось банкам? Чтобы завод, который построит компания Chenery Energy, гарантированно приносил прибыль, которая позволяет закрывать банковские кредиты. Поэтому на день сегодняшний, если вы хотите приобрести СПГ, который производится на территории США, алгоритм известен. Приобретайте партию газа в обычном состоянии. Либо просите какую-то американскую компанию выступить дилером, так скажем. Покупка-продажа газа на территории Соединенных Штатов только через национальную биржу Henry Hub. Других вариантов нет. Этот закон для борьбы с попытками монополизировать рынок был изобретен достаточно давно. Соединенные Штаты до начала СПГ-эры зависели от поставок СПГ, и, соответственно, чтобы кто-то из крупных компаний не получил контроль над рынком, вот это было сделано. Напрямую привез СПГ, продал СПГ конечному покупателю, нет, невозможно, только через биржу. Закон никто не отменял. Значит, вы идете на биржу Henry Hub, покупаете необходимый объем газа в обычном состоянии. Дальше вы оплачиваете стоимость прокачки газа до завода, в обычных случаях 15%. Не знаю, откуда взялась вот такая величина, но ее традиционно сохраняют. Дальше у вас должен быть подписан договор с заводом, который, собственно говоря, непосредственно газ сжижает, с условием сжижай или плати. Грубо говоря, вы арендуете оборудование завода. Если вы хотите, чтобы это оборудование работало, доплатите. Если вы не хотите, чтобы он работал, ничего страшного, но аванс никто не вернет. Что получают банки? Компания, владелец завода, не участвует в биржевых операциях в США. Нет рисков. Цена может вырасти, может упасть, может еще что-то произойти. Завод-производитель это не интересует. Все делает иностранный заказчик. Дальше вот то самое условие сжижай и или плати. Минимальный финансовый поток проходит на то, чтобы закрыть кредиты, вполне хватает. Как добиться того, чтобы на таких условиях у вас появились покупатели? Берем условия Катара и их отменяем. Условия покупки СПГ, произведенного в США, ФОП, free on the board. То есть с того момента, как сжиженный природный газ перекачан в танки газовоза, это ваша собственность. Вы имеете делать полное право с ней все, что угодно. На какой рынок вы повезете в Соединенных Штатах, никому дела нет. Вот так появились покупатели. Вот так работают эти заводы, и им предстоит работать в таком режиме до той поры, пока не рассчитаются по всем кредитным обязательствам. Понятно, что банки заинтересованы в том, чтобы и дальнейшее сотрудничество продолжалось. Если брать 100% времени, которое работает заводы Chenery Energy, Sabina Pass и так далее, 5% он работает на Sabina Pass. Для чего? Для того, чтобы компания Chenery Energy научилась работать на этих рисковых рынках. А риски здесь достаточно велики. Может измениться цена на Henry Hub, раз. Может измениться стоимость фрахта. В зависимости от того, куда вы везете, летом фрахт дешевле, зимой дороже, этими рисками надо уметь управлять, хеджироваться и так далее. И риск в конечной точке. Если вы везете газ в Европу, это не менее 2 недель через Атлантический океан. С учетом, допустим, зимней погоды, может и 3 недели получится. На тот момент, когда вы запланировали продать это в Европе, цена была одной, пока газовоз добрался до берегов Европы, цена снизилась. Вы попали, если вы не захеджированы и так далее. Вот на эти 5% мощностей собственных Chenery Energy работает. Во-первых, для того, чтобы научиться работать с рисками, во-вторых, для того, чтобы заявиться на СПГ как сколь-нибудь значимый игрок. Все. Соответственно, что бы Дональд Трамп ни рассказывал, кому он будет диктовать свою железную волю? Компаниям, которые владеют заводами СПГ, они покажут условия, в которых они работают. Я отгрузил конечную продукцию, куда поплыл газовоз, понятия не имею. И иметь не должен. Здесь действующее законодательство Соединенных Штатов я его тщательно выполняю. Вот и вся история. Что касается того, как встречались Дональд Трамп и Урсула фон дер что-то там. Встретились, поговорили, молодцы. Что произошло за то время, которое прошло с момента их эпохальной встречи?
котировки на нефть на мировых рынках пошли вниз. Как добираться до 750 миллиардов, о которых там говорилось, это все и сразу, все виды углеводородов, СПГ, нефть, нефтепродукты. Если биржевая цена снижается, значит, снижается объем, суммы, которые необходимо платить. Значит, 250 миллиардов уплывают в дальние дали. Ну вот уплыли. Кто в чем виноват? Никто ни в чем не виноват. Так сложилась мировая конъюнктура. Попытка за счет политики поправить экономику. Один бородатый философ в позапрошлом веке в Германии очень четко сказал, экономика определяет политику. Пытаться спорить с бородатым Карлом Марксом, ну, многие пробовали, пока ничего не получается. Да, звонкие имена. Урсула фон дер по мужу. Дональд Трамп. Встретились, поговорили. По-моему, там даже пресс-конференция состоялась. Масса аналитиков спорили о том, как все это будет замечательно выглядеть. Но вот цены упали. И что с этим можно сделать? Только развести руками. Вот, собственно, сенсация не состоялась. Сенсация, на мой взгляд, была бы, если бы действительно европейские компании умудрились набрать бы товаров в Соединенных Штатах углеводородных вот на такую сумму. Пока не получается. Может быть, потом получится. Может быть, если устроить где-нибудь войну поактивнее. Вы же помните, какая ситуация была летом, когда шла совершенно невероятная агрессия со стороны Израиля и США против Исламской Республики Иран, когда был риск того, что будет перекрыт Ормузский пролив. Вот тогда цены чувствовали себя замечательно. Вот при тех бы ценах Европа свои обязательства, данные устами фон дер Ляйен, великолепно выполнила бы. Но не случилось, но не получилось, но не смогла. Я не думаю, что стоит следить внимательно за этим меморандумом, а другого названия не подберешь. Можно назвать протоколом о намерениях, можно чем угодно еще, но что угодно, только не договор. Не является ни государство Соединенные Штаты, ни Европейская комиссия хозяйствующими субъектами, чтобы между собой подписывать обязывающий контракт. Борис Леонидович, а это не может быть связано с объективными обстоятельствами, что Европе сейчас и столько газа и нефти не нужно, у них промышленность заканчивается? Ну, итоги года не подведены. Если судить по динамике закупок сжиженного природного газа по трубопроводным поставкам, в Европе восстановление газового рынка какие-то попытки идут. Ну, наверное, точно это можно будет сказать, когда итоги подведет Евростат. Если мы будем ориентироваться на то, что печатает Всемирный информационный холдинг ОБС, один Блумберг сказал, мы запутаемся, то ли больше, то ли меньше. Евростат в обычных случаях никого не обманывает, говорит как есть. Что касается нефти, я думаю, что вот надежда на то, что можно будет выйти на такие объемы, 250 миллиардов долларов, связана как раз с нефтью и нефтепродуктами. Еврокомиссия старательно отказывается от российской нефти, соответственно, есть возможность у Соединенных Штатов ввести не нефть, а нефтепродукты. Нефть, которая идет на европейские заводы, ну, если смотреть на Германию, там просто не хватает. Завод в Швеции, который рассчитан на переработку 12 миллионов тонн нефти в год, сейчас работает где-то процентов на 30-40 мощности. Не хватает, значит, есть возможность продавать то, что могут производить Соединенные Штаты. И у меня есть подозрение, что флешмоб по фильму «Пираты Карибского моря», затеянный, опять же, Дональдом Трампом, он связан как раз с этим. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте показывать наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже большая поддержка для нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.